Ситуация на армяно-азербайджанской линии соприкосновения продолжает обостряться, и Азербайджан активно использует информационные манипуляции для создания фона, который может привести к эскалации конфликта. Вчера Министерство обороны Азербайджана трижды распространило ложные заявления о якобы обстрелах своих позиций армянской стороной. Однако армянская сторона оперативно опровергла эти обвинения. Азербайджанские пропагандистские СМИ также начали распространять информацию о том, что Армения якобы проводит инженерные работы с целью подготовки нападения. В реальности эти укрепления являются исключительно оборонительными, что Азербайджан понимает, но сознательно искажает факты, чтобы создать ложное впечатление угрозы. Эти информационные провокации показывают, что Азербайджан не заинтересован в подписании мирного соглашения и продолжает использовать угрозу для политического маневра. Лидер Азербайджана Ильхам Алиев явно не стремится к миру, поскольку его власть поддерживается напряженностью и конфликтами. Создавая образ внешнего врага, он оправдывает свою агрессивную политику и готовится к новым провокациям. Международное сообщество должно внимательно отнестись к действиям Азербайджана, которые не ограничиваются риторикой, а направлены на целенаправленную дестабилизацию региона. Пренебрежение этим может привести к гораздо более серьезным последствиям, чем очередная волна фальшивой информации. Недавно Азербайджан пытался показать, что Армения якобы готовится к агрессии, что абсолютно нелепо, учитывая оборонительную позицию Армении и ее стремление к миру. Помимо этого, несоразмерные силы сторон также подтверждают абсурдность таких обвинений. Информационные кампании Азербайджана имеют четкую цель – поддерживать конфликт. Ведь режим Алиева выстраивается на постоянном нагнетании напряженности. Режим не заинтересован в мире, так как это противоречит его авторитарной логике. В условиях жесткого внутреннего контроля, подавления оппозиции и нарушений прав человека Алиеву необходим внешний враг для оправдания своей политики. Баку продолжает не только разжигать конфликты, но и создает новые поводы для напряженности. Последние усилия Азербайджана по обвинению Армении в экспансии и усиление риторики против армянских военнопленных являются частью этой стратегии. Азербайджан явно не собирается заключать мир, а использует вопрос пленных как рычаг давления. Кроме того, пропаганда Азербайджана о Западном Азербайджане угрожает территориальной целостности Армении, что ясно показывает его намерение ослабить армянское государство. Алиев также старается создать образ миролюбивого лидера на международной арене, однако в действительности никаких шагов в направлении мира он не предпринимает. Пропаганда продолжает усиливаться, а Азербайджан продолжает покупать новое вооружение, увеличивать военные расходы и сотрудничать с такими странами, как Израиль, увеличивая свою военную мощь. Цель распространения фальшивых сообщений о стрельбе заключается в создании ложного оправдания для отказа от мирных переговоров, создавая нужный информационный климат как для внутренней, так и для международной аудитории. Пока режим Алиева продолжает править Азербайджаном, надежда на долгосрочный мир в регионе остается крайне сомнительной. Министерство обороны Азербайджана активно распространяет дезинформацию. Помимо официальных заявлений, через неофициальные каналы, такие как телеграм-каналы, утверждая, что Армения якобы готовится к военным действиям или наступлению. В частности, утверждается, что инженерные работы на армянской территории, которые имеют исключительно оборонительное назначение и проводятся на тыловых участках, рассматриваются как агрессия. Однако эти работы направлены на укрепление обороны и не касаются линии фронта. Точно такие же работы проводятся и на территории Азербайджана, и Армения располагает доказательствами, включая видеоматериалы, подтверждающими эти факты. Азербайджанская пропаганда утверждает, что она сделала все возможное, чтобы Армения не получила вооружение, которое, кстати, предназначено исключительно для защиты, но при этом заявляет, что Армения уже разместила новое вооружение, включая систему Пинака, вдоль всей границы, что является ложью. Армения предложила создание совместного механизма для расследования нарушений режима прекращения огня, однако Азербайджан отказывается от этого предложения, продолжая распространять информацию о нарушениях, что лишь усиливает напряженность.
Армения также обеспокоена тем, что Азербайджан активно усиливает свое вооружение, что подтверждается данными разведки и информацией из открытых источников о закупках оружия из разных стран. Нереалистичный судебный процесс в Баку, фрагменты которого публикуются в удобном для Азербайджана свете, является частью информационной кампании, направленной на создание оснований для отказа от мирных переговоров с Арменией. Армения предложила заключить мирный договор еще раньше, так как все его пункты были согласованы обеими сторонами, о чем неоднократно заявлял Азербайджан на высшем уровне. Вместо того, чтобы ответить на эти предложения, Азербайджан начал антиармянскую пропагандистскую кампанию. Почему Азербайджану не выгоден мир? Министерство обороны Азербайджана вчера уже несколько раз заявило о нарушении режима прекращения огня со стороны Армении. Однако эти обвинения выглядят сомнительно, особенно на фоне присутствия европейских наблюдателей на границе, которые наверняка зафиксировали бы такие инциденты, если бы они действительно имели место. В условиях нынешней ситуации такие заявления выглядят не только нелепо, но и указывают на попытки Азербайджана создать ложное впечатление нестабильности. Учитывая, что Армения уже сделала шаги навстречу мирному процессу и готова принять условия соглашения, затягивание подписания договора ставит под сомнение искренность намерений Баку. С каждым шагом Армении, направленным на мир, Азербайджан выдвигает новые требования, что свидетельствует о его нежелании завершить переговоры. Важным аспектом здесь является международная политическая игра. Россия заинтересована в поддержании напряженности, что побуждает ее оказывать давление на Азербайджан, в то время как Турция пытается ускорить процесс. Европейские страны и мировые лидеры уже поздравили стороны с достижением финального этапа переговоров, подчеркивая глобальный настрой на урегулирование. Тем не менее, несмотря на международное давление, Алиев не спешит подписывать мирный договор. Причина этого очевидна. Вся идеология Азербайджана, которая развивалась десятилетиями, строилась на противостоянии с Арменией. Если конфликт будет завершен, Азербайджан может столкнуться с кризисом идентичности. Нация, основанная на вражде, окажется перед необходимостью пересмотра своих основ, что ставит политическую систему в затруднительное положение. Также нельзя забывать о внутренней политической ситуации в Азербайджане. Страна далеко не так едина, как ее изображают официальные власти. Снижение централизации власти может привести к активизации национальных меньшинств, что может вызвать требования автономии или независимости. В условиях мирного урегулирования на Азербайджан могут оказывать давление не только внутренние силы, но и внешние игроки, заинтересованные в ослаблении страны. Есть много предположений, почему Алиев откладывает подписание мира, но основная причина ясна. Для него это невыгодно. Подписание мирного соглашения станет для Азербайджана кризисом политической модели. Именно поэтому официальные структуры в Баку делают все возможное, чтобы отложить этот момент, в том числе через абсурдные обвинения о провокациях на границе. Мирный договор с Азербайджаном для Армении представляет собой черный ящик. Мы не знаем точного текста соглашения, его изменения, а также версию на момент объявления о том, что оно согласовано. Это означает, что любое изменение условий может оставаться незамеченным. Исходя из этого, можно сделать вывод, что постоянное информационное давление со стороны Азербайджана и ложные обвинения о провокациях могут свидетельствовать о том, что Алиев уже изменил условия мирного договора после его якобы согласования и теперь пытается заставить Пашиняна принять эти изменения. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые крутые политические анализы по мировой политике и ситуации в Закавказье.